Пеларгония или герань – популярное комнатное и уличное растение, требующего особого ухода для обильного цветения. Посмотрите, какие красивые шапки цветов и различные сорта существуют в наше время. Просто глаз не отвести. Основные требования по уходу за геранью – это комфортное месторасположение, хорошее яркое освещение, желательно южное, либо юго-западная сторона, правильный полив, не допускать переувлажнения или пересыхания почвы, подкормку проводить один раз в 2-3 недели минеральными удобрениями с фосфором и калием, обрезку герани весной для формирования пышного куста. У меня есть кустик герани, сорт мне неизвестен, мне отдали его срезанным черенком в начале зимы. Укоренялся он довольно-таки долго, так как у меня нет подсветки. Укореняла я его в вермикулите, он долго не выдавал совершенно никаких корешков, только через месяц появились маленькие корни. Я сразу пересадила черенок в грунт. Через еще где-то месяц корешки были довольно-таки крупные и большие. Через прозрачный стаканчик можно было увидеть хорошую корневую систему. Она довольно-таки развитая. Сегодня мы с вами пересадим герань из маленького стаканчика в пол-литровый стакан и будем выращивать в этой емкости достаточно долгое время. Увеличивать объем я не буду, пусть разрастается и оплетает корнями весь стакан, и буду добиваться быстрейшего цветения этого кустика. Итак, какой грунт нужен пеларгонии? Для нее нужны легкие, плодородные, богатые органическими компонентами, рыхлые, хорошо водо- и воздухонепроницаемые грунты. Мои пеларгонии очень хорошо растут в обычном универсальном грунте. Можно взять грунт для цветущих растений и с добавлением большого количества перлита или вермикулита. В качестве дренажа можно использовать керамзит, пенопласт, либо циолит крупной фракции. Я буду высаживать кустик пеларгонии без дренажа, но обязательно сделаю отверстие внизу стаканчика, тем самым могу осуществлять полив из поддона. У меня очень хорошо растут пеларгонии при таком поливе. Следующее правило, которое нужно обязательно придерживаться при выращивании пеларгонии, это правильный полив. Старайтесь свой кустик пеларгонии не заливать. То есть не переувлажнять почву, чтобы не допустить загнивания корней, особенно во время зимнего периода покоя. Полив нужно обязательно сокращать, но также и в летний период за этим нужно очень хорошо следить, так как температура воздуха бывает сильно повышена, возможно быстрое просыхание грунта. Поэтому присутствие перлита в грунте способствует улучшению структуры почвы и ее воздухопроницаемости или влагоудержания, что делает его полезной добавкой для растений. Итак, мы подошли к главному. Как добиться обильного, пышного, продолжительного цветения герани? Что нужно делать, чтобы листва не желтела, а была ярко-зеленой, здоровой и красивой? Прежде всего, нужно вовремя, желательно весной, обрезать растения, после чего появится много новых побегов. Кустик будет отрастать и становиться пышным, и самое главное заключается в подкормке. Я возьму немного корневина на кончике ложки, так как воды у меня довольно-таки мало, 200 грамм для полива 1-2 растений. Всем известно, что это стимулятор корнеобразования, который улучшает приживаемость растений при пересадке, а также стимулирует развитие корневой системы растений, что нам как раз сейчас и нужно. Также беру препарат гумат калия, где-то 1/5 ложечки. Гумат калия является отличным удобрением для пеларгоний, стимулирующими рост, развитие и обильного цветения. Его применение помогает укрепить корневую систему, улучшить усвоение питательных веществ, а также повысить устойчивость к болезням и стрессам. Таким раствором проливать 2 раза с промежутком 14 дней.
Если если вы хотите, чтобы пеларгонии у вас росли пышными кустиками и буйно цвели практически все лето, придерживайтесь этих правил, и вы будете радоваться вашим растениям. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я прощаюсь с вами до следующего видео. С вами была Ольга. Всем пока-пока.